В общем, прохожу я вот эти уши на цилиндре. На ушах отверстие. Чуть-чуть новые пальцы токарь выточил. Но вот сейчас чуть-чуть увеличенные. Я сейчас разверткой прохожусь. Вот так вот вручную. Получается, вот новый пальчик. И будет без всяких люфтов. Никаких люфтов будет. Что здесь тоже. Тоже будет здесь вообще плотничком. Еще надо чуть-чуть пройтись. Вот. Давай палец. Чё тебе? Все четко. Как в целку заходит. Брось это уронишь. А это уже на навеску. Тоже сейчас новые пальцы будут, все четко будет. Все по фэншую, так сказать. Вот так вот. Все, работаем. Все, последний заход. И будет у нас пальцы 20,5. Сейчас буквально еще расскажу про развертки. Вот эти вот регулирующие развертки мне прям они очень нравятся в том плане, что, допустим, вот эту развертку взять, развертка, покажу. Вот развертка на 32, все, она не регулируется, она только 32 и все. А вот эти вот развертки, к примеру, вот такие регулирующие, мне они чем нравятся, что можно отверстие подобрать таким способом, что вот, к примеру, преимущество этих разверток, вот это вот 27 на 29,5, то есть вот этот промежуток, даже сотки, микрометры, можно убирать прям смело. Вот эти мне они нравятся, что хорошая штука. Вот здесь вот был небольшой эллипс, и вот сейчас постепенно эллипс этот ушел. И вот сейчас последний заход сделаю, потому что пальцы будут новые. В один прием. Она вот по сотке, по две, но десятку она не возьмет, ну, за раз, конечно, сломать можно. Да, они маленько, конечно, хрупкие по сравнению с стандартом, но тут тоже можно сломать. Все. Ровненькое отверстие. Дерет неплохо, конечно. И она что еще новенькая, конечно. Ну вот такое вот отверстие получается. Ровненько, красиво, аккуратно. Вот она какая стружка. Все, эллипса нет. Можно увеличенные пальцы поставить, и все, и будет без люфтов. Что и нужно. В общем, еще что я делаю. Вот МТЗ. Фильтр получается топливный. Вот я хочу такой фильтр. Брал все родные фильтра. Мне нравится съемный вот этот вот. И вот здесь получается плиту надо переходную сделать. Вот сюда вот такую плиту переходную, чтобы его на болты, плиту на родные к блоку прикручивается плита, на это уже получается прикрутится к плите, и вот так фильтр уже будет, получается. Только единственное, что здесь, наверное, придется переходнички делать. Здесь отверстие меньше, здесь отверстие больше, вот в этом. Только я вот не знаю, надо. Здесь получается вот отверстие, здесь клапанов ничего нету, там отверстие есть. Вот. Вход получается сюда, выход. Обратный клапан надо ставить, не надо. Вот я хотел поинтересоваться, кто ставил такие фильтра уже.
надо. И еще такой вопрос. С обратки бежит вообще топливо, нет? У меня-то оно не бежит, потому что у меня как бы... Ну ладно, у меня там одна форсунка точно льет. Как проверить форсунки, когда льют? Это заводим двигатель и рукой, получается, трогаем каждый цилиндр. Какой прям горячий, горячее остальных все одной температуры должны примерно быть, потому что топливо одинаково в пропорции подается. А у меня вот на третьем цилиндре, получается, подается больше топлива из-за того, что форсунка льет. Хотя она после ремонта, может быть, что долго стояла, высохла, подклинил распылитель. Но факт то, что она льет, прям видно. И получается, что он прям горячий. В него топлива много поступает. Ну, вот так можно проверить, какой цилиндр льет форсунка. Такой вот небольшой вот экспериментик. Здесь я, получается, сейчас трубки, все, распределитель ставлю. Все поставил уже. Сейчас вот шланги подсоединяю. Думаю, чтобы вот таких соплей не было длинных. Хочу все здесь вообще, по идее, трубка должна стоять, вот трубка. Тут должна от клапана потока уже вообще вот такая вот трубка металлическая. Но я так думаю, что она заводская такая должна быть. И подсоединяется уже непосредственно к насос-дозатору. Ну а я сейчас замеряю, чтобы по длине шланга, чтобы сделать, чтобы соплей не было, потому что стояла шланга длинная. И капот плохо закрывался. В общем, хочу сказать, по шлангам гидравлическим, какими все-таки лучше всего брать. Это получается вот эти вот старого образца. Вот у них обжимка. Вот она под 6-гранная или 8-гранная тут. Но она до того, вот этому шлангу уже лет хрен знает сколько. И никогда не вырывала ничего. А вот эти уже, получается, вот с такой обжимкой старого, нового образца. Но они уже не держат. Говно такое, что руки бы оторвать бы им. Вот сколько ему лет, он уже весь потрескался. Ни разу здесь ничего не срывало, ничего. Ну, вот, как бы вот по шлангам такой момент хотел сказать. Ну все, в общем, вот так вот я сделал. Здесь уголки поставил. Кто насос-дозатор будет ставить, себе будет устанавливать на любой трактор, то у него получается вот это слив, первый слив к распределителю. Вот это подача от клапана потока, подача сюда давления. Это у нас получается левый поворот колеса, а это на правую сторону поворачивает, давление сюда идет к цилиндру. В общем, вот так вот. Здесь я буду стяжки делать. Так, это у нас от клапана потока идет тоже уголок, вот так вот будет. Все тоже стоять, чтобы было по фэншую все. Все в один пучок, все вот так вот, стяжками. Будет вот так здорово прям, да? Согласен? Полностью. То есть абсолютно. А здесь будет вот так вот. Не видно из-за этой ткани. Ну, короче, суть понятна. Стяжками вот так. И все, и будет вообще в ажуре. Все красиво и аккуратно. А раньше было тут все вот так вот, все сопли, блин, чтобы открутить что-то. Надо это все убирать, откручивать. Вот что я и говорил вот про эти шланги, вот, которые классная штука. Вот с такой опрессовкой. Вот берите с такой, который вот с такой опрессовкой не берите. Беспонтовая прессовка. Вот. Ну вот эти шланги вообще, сказали, самые дорогие и хорошие, 3-тоновские. У нас только такие самые дорогие были. Так вот.